Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 13 и 14 серия Легенды о Героях Галактики. Эпизод 13. Когда идет дождь. 22 августа 796 года космической эры Так. Союз свободных планет начал вторжение на территорию Империи. Да. Граф Райнхард фон Лоенграм получил приказ остановить их. Ну, это ясное дело. Мы это помним прекрасно, Я да. намереваюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью разгромить войска Союза. Для этого, вместо того, чтобы атаковать их на выходе из Изерландского коридора, жизненно необходимо завлечь их вглубь нашей территории. То есть мы не начнем контратаку до тех пор, пока вражеские линии снабжения не растянутся до предела? Именно так. Мы ударим всей своей мощью, когда они достигнут предела. Вы хотите пропустить их без боя? Да. Есть возражения? Нет, просто такое, вероятно, займет немало времени. Да, это Хотя это и не затяжная. имеет значения, но как отреагируют высшие аристократы? Плохо. Если мы хотим не допустить их вмешательства, то не можем позволить себе выжидать. Есть один способ. Как заставить противника истощить ресурсы, не тратя много времени. Аберштайн, объясните. Слушаюсь. Согласно решению, принятому их командирами, войска Союза назвали себя силами освобождения, армией, защищающей гражданских. А это значит, что им придется взять ответственность за снабжение гражданского населения на оккупированной территории. Ага. Короче говоря, вы ожидаете, что ресурсы врага будут потреблять наши гражданские? Вы же не хотите? Да. Используя силы, расквартированные вблизи Изерлона, мы изымем все ресурсы из всех звездных систем, расположенных в этой области. Оставит на произвол. Тактика выжженной земли. Смотрите, Назига смотрит. Типа, одобряет, Это приведет нет? к тому, что местное население с радостью примет вражеское вторжение. Но затем их иллюзии, вероятно, рассеются. В этом деле выполнение решений важно передать лицу, обладающему непререкаемым авторитетом. Кэслер после назначения на свой новый пост имеет все необходимые полномочия. Ну, это рискованный шаг на самом деле, имеет свои последствия, но очень все-таки... Командор Кеслер! Пришел срочный приказ из штаба. Что? Кеслер. Видимо, получил приказ изъять. Какого? О чем этот штаб только думает? Командующий, пожалуйста, скажите, что это ошибка? Нет. Этот приказ отдал командующий Лоенграм. Он никогда бы не стал просто так приносить боль людям. Доверимся ему. Мы должны исполнить возложенный на нас долг. Покажите территории, находящиеся под нашей юрисдикцией. Я должен принять решение по каждой. Слушаюсь. Пошлем Дженнера на Морган, Нидриха на Данг, а Зондарка на Хафен. А я отправлюсь на Клейнгельд. Ну, короче, приказано изъять все ресурсы. И, ясное дело, командирам, под чью юрисдикцию попадают какие-то системы, это не нравится. Скорее всего, это их родные места, поэтому они там приквартированы. Короче, будет непростой разговорчик. Извините, господин. Что случилось, Монтак? Господин, только что получено сообщение из штаба флота, расквартированного в нашей системе. Все-таки началось? Монтак, как думаешь? Если подумать о местном населении, то очевидно, что мы должны сдаться флоту мятежников. Но что тогда произойдет с репутацией рода Клингельдов? Видите, как думаю. Нет, я уже старик, которому немного осталось. Но я должен думать о будущем Карла и Фия, оставленных моим сыном Аубендом. Господин, прибывший флот — это наши. Подкрепление? Да уж. Смотрите, как радуются люди, а. Представляете их морды, когда они увидят, что они Подкрепление! ресурсы. Подкрепление прибыло! ресурсы забирают, а. Имперский флот? Зачем? Теперь наша планета станет полем боя. Карл, Да. у нас важный гость. Веди себя хорошо. Хорошо, мама. Это немыслимо.
Ага. Сюда приближается флот мятежников. Ваша обязанность защищать нас. А вы, наоборот, хотите вывести с нашей планеты все ресурсы. Хотите обречь невинных местных жителей на голодную смерть? Нет. Девиз флота мятежников — свободу людям. Если люди попросят, они обеспечат их всем необходимым. Может быть, но никаких гарантий нет. Как в такой ситуации я могу оставить своих вассалов и улететь на Один? Сочувствую вам. Ага. Но приказы нами получены, и все уже решено. Ваше превосходительство, если вы не подчинитесь, у нас не останется выбора, как сделать по-своему. Что? Что случилось, отец? Ничего. Пожалуйста, возьми Карла и иди к себе в комнату. Ульрих. Ага, видимо, у них тут симпатия. Вы знакомы? Да. Виконт Клейнгейт, я буду ждать вашего решения до завтрашнего утра. Ну, короче, он ему сказал, либо по-хорошему, либо я вынужден буду по-плохому все это сделать. Это ему не нравится, не ожидал такого. Ну, что поделать? Ради одной... Ну, посмотрите, как он за ним бежит. Этого маленького ребенка оставляет. Привет. Что такое? Карл. Мама! Ты не должен вот так убегать. Ты же не хочешь, чтобы дедушка волновался? Он твой сын? Да, это Карл, будущий глава рода Клейнгельдов. Ну, беги к дедушке. Мама скоро придет. Да, мама. Его отец погиб меньше 2 лет назад, но он до сих пор его не забыл. Ты тоже военный, и, видимо, напомнил ему отца. Пройдешься со мной? Немного. Видимо, он хочет ее убедить уехать. Мы ведь гуляли так вместе, давным-давно. Все ясно. Очень классно, на самом деле, этот момент показывает сопротивление между долгом и между чувствами простого человека. Это ты, фея? Если сможешь меня догнать, то стану твоей женой. Хорошо, я запомню эти слова. Догнал ты хотя бы ее тогда, а? Подожди. Все ясно. Классный переход. Фея, я больше не смогу играть с тобой. Я ухожу на войну. Когда? Прямо сейчас. Прости, что не сказал тебе раньше об этом. Ты вернешься? Ну, Не как... знаю. Нет, не уходи. Разве ты не обещал, что я буду твоей невестой? Фия, я потому и иду на войну, чтобы защитить твое счастье. Да, классно. Неправда. Без тебя, Ульрих, я никогда не буду счастлива. Да. Эти слова просто так не проходят. Нет, ну... Он хочет ее забрать, 100%, видимо. Никогда бы не подумал, что встречусь с тобой при таких Ну обстоятельствах. да, уж фигово, брат. Мой отец. Он и семья Клейнгельдов. Это все, что у меня есть. Я ненавижу войну. Она отнимает всех, кого я люблю. И тебя, и Аубенда. Кроме того, она отнимает у отца его честь. Какое она имеет право? Сложный выбор у человека на самом деле. Это что такое? Я это подумал. Они собираются остаться здесь? Не знаю, они отправились в особняк господина, но... Как бы то ни было, побыстрее бы они убрались. Не говори ерунды, это ведь подкрепление. Кому? Аристократам? Они ничего не сделают для нас. А вот флот мятежников состоит из простых людей. Слухи говорят, что они освободят нас. Освободят? Что-то мне не хочется, чтобы меня освобождали. Наш господин хороший человек. Может и так, но...
Ладно, будь то флот мятежников или имперский, я просто не хочу, чтобы это место превратилось в поле боя. Да Обычные, уж, это точно. обычные земледельцы. Вот их очень хорошо, что их отдельно показали. Что же делает командующий Кеслер? У нас осталось только 16 часов до прибытия врага. Меня это тревожит. Будь я на его месте, у меня бы не хватило духу даже объявить о таком приказе. Но делать нечего. Будем ждать до последнего. Ау, они уже что, на подлете? Ребята, берите жрачку и валите оттуда. Господи, за кого я вообще болею? Вот видите, как меняются это... Расплывчато все. Ты еще здесь? Кирхайс, в этом прекрасном звездном небе Началось. где-то наверняка заканчивает свое существование маленькая безымянная звезда. Но другие звезды, заняв ее место, станут сиять еще ярче. Заколебал. Из-за гибели маленькой безымянной звезды? Нет, это была судьба. Да, ему не нравится. Сегодня будет длинная ночь. Ага. Ну хорошо, что он хотя бы осознает всю ответственность, осознает все последствия подобного того, что он приказал. Это кошмар, это ужасно. Ага. Господин. Вы еще не спите? Да, не могу заснуть. Монтак, ты хорошо мне служил. Он с собой покончит. С самого детства ты был хорошим учителем и другом. Обалдеть. Я благодарю тебя от всего сердца. Что вы такое говорите, господин? Это я должен благодарить вас. 40 лет я служил семье Клейнгельд всю свою жизнь. И в будущем буду тоже. Нет. Сегодня, я думаю, занавес опустится для рода Клейнгельдов. Это... Да. Ибо я не собираюсь кидать мирных жителей в горнило бессмысленной войны. Но... Знаешь, Монтак, сколько бы таких маленьких провинций, как наша, не было уничтожено, это не окажет никакого влияния ни на Империю, ни на Галактику. Намного меньше флота мятежников. Боюсь, что честь и гордость, которые мы защищали несколько последних сотен лет, превратились ни во что иное, как в крикливую декорацию. Господин, Как и Фридрих IV, он понимает всю суть ситуации. Фия, позаботься о Карле с отцом. Все будет хорошо. Я обязательно вернусь. Обещаю. Надо их увозить. Вот представляете, а вот такие моменты есть в истории. Показывают не просто масштаб всей Ужас. войны, а показывают еще вот судьбы простых людей. Вы посмотрите, а. Пора объявлять. Все уже. Пора. Давай. Каково положение флота мятежников? им осталось около 7 часов до достижения сферы нашего контроля. Давай. 7 часов. Даже раньше, чем я полагал. Учитывая время, необходимое на отступление, у нас осталось всего 2 часа. Если к этому времени мы не получим разрешения Виконта, действуйте по плану. Но, командующий, Эта операция важна не только для нас. Если провалимся, все пойдет на смарку. Не забывайте, судьба Империи зависит от этого плана. То есть он ждет разрешения от того человека. Смотрю, вы рановато сегодня. Потому что у нас времени нет. Ситуация изменилась. Ясно. Так как вы, кажется, торопитесь, я изложу вам свое решение вкратце. Мы подчинимся приказу, Супер. но при одном условии. Если это будет в моих силах. Нет. Вы должны выполнить его во что бы то ни стало. Я говорю о Фее и Карле. Увезите их с собой на Один. Базара нет. Разумеется, я это сделаю. Базара нет. Забираем. Погодите, Виконт, вы... Да, я остаюсь здесь. Настоящий Вы не мужчина. можете. Враг скоро будет здесь. Я не могу отдать своих подданных в руки врага без средств к существованию. Но... Кроме того, это место основали мои предки, и мой дом здесь, а не в каком-то императорском дворце.
Здесь я родился и вырос. Память о моих родителях, моя жена и мой сын Аубент покоятся на этой планете. Ему... Ваше превосходительство. Помимо этого, я уже слишком стар. Вот это я хотел сказать. Я не хочу умирать за границей, ни на Одине, ни где-либо еще. Даже если меня казнят мятежники или убьют мои собственные подданные, я хочу умереть здесь. Пример Моему внуку истинного Карлу всего 5 лет. дворянина. Моя невестка Фея тоже слишком молода. Им обоим есть ради чего жить. И расти. Они не должны быть принесены в жертву стариковской сентиментальности. Прошу вас, командор, сделайте это. И это только одна планета. Позаботьтесь о них. Однажды Карл возродит род Клейнгельдов. Я буду бороться за это. Прошу вас, поднимите голову. Я сделаю все, что в моих силах. Представляете, а каково ему, а? Ну, это настоящий человек. Вот Позаботьтесь о них, прошу. Карл наследовал кровь моего сына Аубенда. Несомненно, однажды он возродит род Клейнгельдов. Но что насчет местных жителей? Предоставьте это мне. А теперь идите к Фее. Хорошо. И я от всей души надеюсь, что с вами ничего не случится. все, давай, забирай женщину с ребенком и вали оттуда. И это только одна планета. Это происходит только на одной планете. Вы представляете, сколько таких трагичных случаев сейчас на остальных планетах? Пришла делегация от жителей. Пусть войдут. Попал. Слушаюсь. Они его разорвут сейчас. Отец, как же он мог? Фия, пожалуйста, собирайся скорее. Да. Времени совсем не осталось. Простым-то людям ничего не будет, а с этим мальчиком, ну, ни в чем не виноват, но его разорвут. Это необходимая мера, чтобы не превращать нашу планету в поле боя. Когда флот мятежников предоставит пищу и ресурсы, нам вернут вдвое больше. Не волнуйтесь, я остаюсь здесь с вами. Ну хотя бы без крови все прошло. Быстрее, пожалуйста, поспешите. Хотя бы, да. Но это ужасно. Фия, Нет, Райнхард тогда сказал, это будет длинная ночь. Не просто так, он понимает всю серьезность того приказа, который он отдал. И он как посмотрел на Зига, Зиг понимает, чем это чревато. Посмотрите на них сверху Все смотрят. идет хорошо. Да, но у нас осталось меньше часа. Летят. А кто летит, кстати? Кто там? Чей флот? Надеюсь, того, о ком я думаю. Ну, так. Я не могу уйти. И Карл, и отец. А, ну, Нет, и мой муж, они все любили эту землю. О, боже. Я не могу бросить ее. но... Иди, пожалуйста. Я думаю, однажды Карл поймет меня. Карл, вы что, больные? Карл, пойдем обратно к дедушке. Чё? Да, Нет. Вы что, серьезно сейчас? Вас убьют. Слушай, Ты стала сильной. это понятно, но хотя бы врежь ей, не знаю, выруби, не знаю, силой отведи. А посмотрите, молодые, как этим маленьким детям-то объяснить, что их собственный флот улетает? Похоже, мы успели вовремя. Они здесь, замечено присутствие врага. Хорошо, всем кораблям уходить на полной скорости. Форсаж, Слушаюсь. форсаж. Давайте, врубайте и валите. Мародеры. Прощай, Фия. Ну ты придурок. Надо было силой их забирать. Интересно, что с ними может случиться, а там сейчас? О, и с другой стороны. Ух, нифига себе их сколько. Да. Кранты. А. Да здравствует Союз! Да здравствует Союз! Лицемеры. Не лицемеры, конечно, но... Кажется, что дождь идет где-то еще, верно? Да, похоже на то. Странная вещь дождь.
Когда он идет, на сердце непонятно, почему становится тяжело. Но стоит ему закончиться, и все кажется таким прекрасным. Может быть. Дождь — это слезы той самой безымянной угасшей звезды. Ты прямо поэт. Ну, вы дебилы. Нет, просто сентиментален. Это да. Я любя сказал, дебилы. Эх. А, вот, Сейди и вправду раздают жрачку. Ну и сейчас они потихоньку истощат свои ресурсы. И все. Ау. Ты своего ребенка обрекла на голод. Основатели Союза сбежали от тирании Империи. Это нация, основанная на демократических принципах. Да. Пока что война ставила своей целью освобождение тех, кто страдает под игом Галактической Империи. Да незаметно, чтобы люди Но так... медовый месяц освободителей и освобожденных продлится недолго. Ага, опять нам спойлеры. Ну, ясное Продолжение дело. следует. Озвучено проектом IndieDub. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, а также телеграм-канал, чтобы не пропустить ни одной серии. IndieDub, спасибо вам огромное. Когда идет дождь, серия называется. Да. Ох, ну что могу сказать? Что поделать? Райнхард стратегический гений, который думает в гигантском масштабе. Но, к сожалению, его подчиненные вынуждены сталкиваться вот с такими ситуациями, которые мы лицезрели в этой серии. Итак, дамы и господа, мы только что имели счастье видеть, ну, в упрощенном виде, тактику выжженной земли. Ну, на самом деле, там очень много еще нюансов, таких как разведчики за территорией противника, партизанская борьба, ну и так далее и тому подобное. Но вся суть в том, чтобы, когда оставляешь территорию, абсолютно забирать все ресурсы, сжигать все дома, ну тут, конечно, этого не делали. Короче, оставлять максимум пепелища, максимум, чтобы враг, который займет эту территорию, не мог ни отдохнуть, ни воспользоваться никакой гражданской, ни боевой техникой, и тем более не смог бы взять себе еду и ресурсы, которые оставил противник. Ну, Оберштайн в начале этой серии очень грамотно все разложил. 100% это человек, который отвечает за внешнюю-контрразведку Райнхарда. Он прекрасно был осведомлен, что Союз Свободных Планет объявил эту экспедицию, и девиз этой экспедиции, как мы уже слышали, освободить всех, кто под гнетом Империи. Ясное дело, они вынуждены и кормить, и содержать людей, ну и так далее и тому подобное. Так их ресурсы сами истощатся, то есть они не только им не дают возможности воспользоваться едой, которые на тех территориях, которые захватит Союз Свободных Планет, но в том числе и заставляют расходовать собственные ресурсы. Ну, эта еда рассчитана исключительно на военных и на экспедицию. А что будет, когда запасы истощатся? Потому что вы представляете, ладно, флот, покормить целую планету, а там не одна планета. Там не одна планета, там капец. Что будет? А еще один момент, а когда их фронт растянется, и когда пути снабжения будут очень растянуты, когда их можно будет, вот как ножницем, перерезать, чик, и когда еда будет доходить черт знает когда, и бог его знает, дойдет ли она или нет, потому что, снова же возвращаемся, тут упущен нюанс партизанских боев. Они им вообще могут во фланг зайти и обрезать, когда они достаточно растянутся, потому что, ну извините, корабли не бесконечны. И люди не бесконечны. Я на это предвидел, и некоторые командиры предвидели и попросили конкретных объяснений того, как мы с этим будем бороться. И объяснений никаких не последовало. Они прекрасно знают, чем это закончится и чем это чревато. Их задача хотя бы не допустить самого масштабного провала флота Союза Свободных Планет. Но я надеюсь, что Ян там, может, по ходу что-то придумает. Потому что он очень грамотный и умный. Я вообще хотел сказать, что Ян отличается не просто какой-то сообразительностью, он отличается уловками. Он как Ян Венли, это а-ля Одиссей. Это а-ля Одиссей из Илиады. Потому что Одиссей был не только
военным человеком, он был очень такой творческой личностью. Он подходил к войне и к решению проблем очень творческим путем. Например, вот троянский конь, ну и так далее и тому подобное. Уловки, подставы такие, ну такие добрые подставы, театральные такие постановки, какие-то оригинальные ходы, которые обычный военный человек, который даже вот который по учебнику просто гениально все знает и который воюет чисто по учебнику, но, к сожалению, не имеет такого красивого, яркого воображения, как Ян. Вот может на этом попасться. Я думаю, тут вот что-то в этом роде будет. Также хочу обратить внимание на ситуацию, которую мы видели с Кеслером, с семьей Клейнгейт. Это только одна планета, нам продемонстрировали по-быстренькому маленькие сценки того, на что командиры, настоящие командиры, которые дали клятву защищать собственную страну, на что вынуждены идти ради общего блага. Райнхард сам этого не делал, но он отдал приказ. И слава богу, что это один из тех типов людей, который полностью осознает все последствия своего приказа. И он себе в подчинение выбрал людей, которые также это осознают. И мы просто видели один пример того, как тяжело на самом деле просить губернатора планеты, губернатора, который, между прочим, реально заботится о своей планете. Там далеко не все такие, потому что, как мы знаем, империя находится в очень сильном упадке с моральной точки зрения, но мы только что наблюдали за примером истинного дворянства. За примером истинного дворянства. И на самом деле Фия со своим ребенком Карлом, когда остались, также пример истинного дворянства. Вот даже вспомнил как-то я декабристов вспомнил, которых не казнили, а которых отправили в ссылку, все их жены поехали вместе с ними в эти ссылки. Может быть, в империи не все так гладко, но понимаете, в чем дело? Там есть понимание того, и в Союз свободных планет есть это понимание, я не говорю, я там не на одной из сторон, но мы хотя бы увидели, что из себя должна представлять истинная дворянская семья, и то я не говорю дворянская под предлогом того, что это только дворяне, обычные люди тоже имеют подобную семью, не чита дворянской. Я дворянской имею в виду сам дух человеческий. Здесь мы увидели его во всей красе. Не как в бою, а как пример достойного поведения. Очень хорошая и очень яркая сцена. Вообще вся серия, не только сцена. Также мы увидели обычных людей, которые не хотят просто войны. Им все равно там-сям, просто дайте пожить по-человечески. А молодые, смотрите, там молодой крестьянин и старый крестьянин, как они друг с другом разговаривали. Яркий пример отцов и детей. Что ж, это была 13-я серия, очень хорошая серия. Переходим к 14-й. Эпизод 14. Освобождение границы. Союз вторгся на территорию империи. Да, мы это знаем. Не встретив никакого сопротивления, он в мгновение ока захватил более 200 звездных систем. 200 звездных В систем! некоторых из них были населенные планеты. Некоторых? Всего там проживало около 50 миллионов гражданских. 50 Мы миллионов? освободительная армия. Мы принесли вам свободу и равенство. Ага. Вы больше не будете страдать под гнетом деспотического правительства. Нам нечего есть. Да, вот. Флот все забрал и улетел. Прежде свободы и равенства можем мы получить хлеба и мясо. Да, пожалуйста. Конечно. Видите, лейтенант Вариман? Они больше хотят пищи, чем политических прав. Но Да, просто снабдив их припасами, мы ничего не решим. Да. Да. Вы же изучали агрономию и инженерное дело, верно? да, Сможете что-нибудь сделать? да, я попытаюсь. Нет, Франц пожалуйста, разрешите мне. Вариман. Посмотрите. Знаете, что это значит? Накормишь один раз, попросит второй раз. Научишь, больше не попросит.
Если мы повторим это через пару дней, поля, скорее всего, восстановятся. Супер. Да, все благодаря вам, лейтенант Варимон. Нет. Я просто выполняю приказ вице-адмирала Хэвуда. Только и всего. Остановитесь. Маловато. Это лейтенант Варимон. Недостаточное орошение сектора Р-12. Пожалуйста, увеличьте подачу воды. Надо же, какой трудолюбивый молодой человек. Ага. Лейтенант, у нас тут намечается небольшой праздник сегодня ночью. Не присоединитесь? Праздник? Да, для нас очень важно, что Земля возрождается. Но... Нет, не волнуйтесь насчет продовольствия. У нас еще остались кое-какие запасы. Может быть, в нынешней ситуации все же не стоит? Да. Все в порядке, в порядке. Это же просто небольшая вечеринка. Кроме того, из флотских мы приглашаем только вас и ваших людей, конечно. Ого, звучит здорово. Пойдемте, лейтенант. Ну же, Тереза, пригласи его. Пожалуйста. Перед новым начальством они выкобениваются, потому что с ними жить, надо налаживать контакт. Нифига себе у них там разложили. Будем. Угощайтесь, вы славно потрудились. Ты посмотри, а. Предоставьте дело нам, и все будет в порядке. Мы непременно превратим эту планету в зеленеющий рай. Полагаемся на вас. Должны же мы как-то отблагодарить солдат освободительного флота. Ну вот. Да уж, мы не такие, как имперский флот. Угощайтесь. Лейтенант Варимон. Ты посмотри, а дочку отправил к нему. Не сказать, что это хороший человек. Извините. Тереза, это ваш отец сказал вам пойти за мной? Молодец, он умный. Простите, я слишком много болтаю. Это да. Ну ничего. Лейтенант, если мы вас чем-то обидели... Нет, я просто слегка перебил. В общем, по правде говоря, отец действительно сказал мне держаться рядом с вами. Держу пари. Ваш отец очень проницательный. Но даже если бы он ничего не говорил... Ага. Умная. Либо она умная, либо ей вправду понравился парень. А что, молодой, статный. Как долго мы проживем, если не будем ладить с освободительным фронтом? Ну, а он Когда расчетливый. я был маленьким, то мечтал найти необитаемую планету, где я смог бы жить в тишине и покое вместе с любящей женой и детьми. Ради этого я изучал агрономию и инженерное дело. Хочет мира. Но где же я ошибся? В итоге я оказался военным. Хотя, в этой абсурдной ситуации мои знания оказались полезными. Это прекрасно. У меня была похожая мечта в детстве. Тереза, 90-дневный рацион для 50 миллионов человек. Семена 200 видов съедобных растений. 40 фабрик для производства искусственного протеина. 60 гидропонных установок. Что, попали? Плюс корабли, чтобы транспортировать все это. И это только необходимый минимум, чтобы спасти местное население освобожденных зон от голода. Со временем эти цифры могут вырасти. Попали вы. Все, начались проблемы. Рацион для 50 миллионов человек. До одного зерна потребуется 5 миллиардов тонн. Даже если опустошить все хранилища Изерлона, мы получим не более 700 миллионов тонн. Знаю. Это же я составлял этот проект продовольственного обеспечения. И знаю лучше кого бы то ни было, к каким последствиям может привести незапланированный рост издержек. В этой ситуации у меня нет другого выбора, кроме как обратиться лично к командующему Лобосу. Ваше превосходительство, положение с кризисом я разъяснил. Ситуация очень серьезная. Приказы о конфискации по всем флотам? Я тоже считаю, что это чересчур. Но с оккупационной политикой ничего не поделать. Ресурсов Изерлона недостаточно. Нужно отправить правительству запрос о снабжении. Тогда они, вероятно, вышлют нам помощь. Но дойдут ли эти ресурсы до линии фронта? Во. Что вы имеете в виду? Я считаю, что вражеский план как раз и рассчитан на чрезмерную нагрузку наших коммуникаций. Другими словами, атаковав транспортный флот, они попытаются перерезать наши линии снабжения. Таково ваше мнение, начальник штаба службы тыла. Даже он поумнел. Да. Но ведь все ближайшие сектора на имперской территории находятся под нашим полным контролем. Так что причин для беспокойства нет.
Понятно. С вашего разрешения, командующий Лобос, я пошлю список с этими непомерными запросами на С Хайнсе. непомерными запросами. Ян, выживи. Эта война слишком глупа, чтобы на ней погибнуть. Ау, все. Все уже думают о том, как бы спасти. Этому что, не будет конца? Ну да. Империя намеревается уничтожить экономику Союза. Использовать своих собственных жителей как инструмент — это гнусно. Ну? Наш флот должен был всего лишь выполнить свой освободительный долг, и все. Нам просто нечего противопоставить такому эффективному методу. Нужно скорее выводить войска. Поддерживаю. Вообще, ты самый грамотный. Я протестую. Если наш флот сможет спасти их от голода, это неизбежно повернет их сердца против правления Империи и заставит перейти на сторону Союза. А жрачку. Да, точно. В отступлении нет смысла. А каково мнение председателя? До тех пор, пока не будет существенных результатов на линии фронта, флот должен продолжать кампанию. Если мы сейчас выведем войска, экспедиция станет всеобщим посмешищем, как пример бессмысленных действий правительства и растраты ресурсов. Другими словами, это приведет к тому, что наш совет потеряет поддержку избирателей и потерпит поражение на следующих выборах. Снова же пример из Вьетнамской войны. Старший лейтенант, пожалуйста, свяжитесь с вице-адмиралом Уланьфу из 10-го флота. Слушаюсь. Связь установлена. Вице-адмирал Уланьфу, рад видеть вас в добром здравии. Ого, Ян Вен Ли. Редкое зрелище. Что случилось? Как вы думаете, не стоит ли нам отступить, сдав оккупированные территории? Даже ни разу не обменявшись с противником выстрелами? Противник использует стратегию выжженной земли. Они ждут, пока мы не начнем голодать. В такой ситуации мы закончим так же глупо, как Наполеон в России. Господи, точно! Но противник, скорее всего, ждет возможности перейти в наступление. Не спровоцируем ли мы их своим беспорядочным отходом? Я тщательно приготовлюсь к вражеской контратаке. Она более чем вероятна. В любом случае, когда войска начнут голодать, будет уже поздно. Хорошо, вы, скорее всего, правы. Я тоже начну тщательную подготовку в моем флоте. Но что вы скажете главнокомандующему? Пожалуйста, поговорите с адмиралом Бьюкоком, а доклад командующему Лобосу я отправлю чуть позже. В этом случае наша сила убеждения будет по увесистее только моих аргументов. Да, хорошо. Но еще увидимся. Короче, 3 генерала объединяются. Надеюсь, мы успеем. 3 генерала объединяются, чтобы хоть как-то минимизировать потери, которые... С Хайнисена будет отправлен транспортный флот. Он жизненно важен для противника. Используй для атаки всю мощь, которую я тебе предоставил. Будет исполнено. У него разведка работает. Кирхайс, Во. победи, Кирхайс. Все. Вот и Кирхайса он отправляет для перерезки. Вот, чтобы он этот... Вице-адмиралу Кирхайсу не нравится такой способ ведения войны, не так ли? Да, не нравится. Транспортный флот под командованием адмирала Скотта состоял из 500 кораблей грузоподъемностью 10 миллионов тонн каждый и всего 26 защитных судов. И явились сейчас. К флоту приближаются вражеские ракеты. Их слишком много, перехват невозможен. Все, вот и продовольствие, которое ждали. Расхреначилось. Наш транспортный флот подвергся нападению флота Империи. По-видимому, он полностью уничтожен. Мы опоздали. Опоздали слишком быстро, тот гнида. Что? Транспортный флот уничтожен? Среагировал. Поэтому какое-то время поставок продовольствия не будет. Обеспечьте необходимое снабжение на местах. Обеспечить на местах? Вы что, говорите нам заняться грабежом? Как вы это будете делать, оставляется на ваше усмотрение. Я всего лишь передаю приказ главнокомандующего Лобоса. Круто! Что значит это добыть ресурсы? Детали нам неизвестны. Мы просто выполняем приказы и все. Во всяком случае, политика флота изменилась. Это безумие. Излишки продовольствия, да на этой планете нет и ломтика хлеба. Не лгите! Мы знаем, что вы устраивали вечеринку с припрятанными припасами и вином. Ты сказал. Обыскать! Пожалуйста, подождите. Эй, полегче может быть как-то, а? Отец! Что происходит? Я ничего не могу сделать. Ложь! Вы нас предали! Неправда. Здесь точно есть еда. Ищите тщательней. Так это вы их сдали? Я просто исполнил свой солдатский долг. Что?
Да, не ту профессию он выбрал. Лейтенант, если будете помогать этой шайке, ничем хорошим это для вас не кончится. Вы же солдат Союза свободных планет. А вы как бы приехали этих людей, которых вы сейчас обворовываете, освобождать. Нет, ну на это и был расчет. Это глупо сейчас. Но наблюдать за этим не то же самое, что знать это. Понимаете, в чем дело? Пожалуйста, подождите. Если вы все соберете, то что мы будем есть завтра? У вас наверняка еще что-нибудь припрятано. Действительно. Вы те еще проходимцы. Прошу, сделайте что-нибудь. Ради этого я и позволял вам приходить к моей дочери. Ну же. Подождите немного. Я поговорю с командующим Хэвудом. Нет смысла. Непосредственно от командующего пришел приказ. Тех, кто будет вмешиваться, считать предателями и брать под арест. От командующего Хэвуда? Лейтенант. В таком случае нам остается только сражаться. Ну, варианта нет. Подождите. Это же ради вас мы... Хватит болтовни про освободительный флот. Вы просто мародеры и больше ничего. По факту парень этот один не... Вот, ну ладно, потом. Прошу, не надо. Пожалуйста, оставьте хоть что-нибудь для детей. А как... Вот. И сейчас мы смотрим, как дети, наблюдая за этим, потом... Все понятно. Для нас нет разницы между Империей и Союзом. Те, кто дают нам пищу, наши друзья. Те, кто отбирает, враги. Да! Подождите. Даже действуя силой, вам не победить целый флот. Значит, ты предлагаешь нам просто умереть от голода? Да, точно! Разве у вас нет собственных полей? А что мы будем есть до урожая? У нас нет пищи даже на сегодняшний вечер. О, господи. Ладно, пошли. Остановитесь! Давайте начнем с этого парня. О. Вот, голодная толпа. Пожалуйста, яркий пример голодной толпы. Все эти идеалы, демократии и так далее и тому подобное никому не нужны, если они голодные. Что вам сделал лейтенант? Разве он не трудился изо всех сил ради нашего блага? Тереза. Прости. Этому достаточно. Итак, вперед. Я должен что-нибудь сделать. Лейтенант Вариман. Франца достаточно. Я больше не лейтенант. Ага, Франц. дезертировал. Все. Ему абсолютно пофиг. О. Верните наши припасы. Хотите поднять бунт? Если вы все вернете, мы ничего вам не сделаем. Какая наглость! Они их расстреляют. О, все. Ублюдки! Они их расстреляют. Ну что они сделают против? Слишком поздно. Оу. И еда погибла заодно. На территории, оккупированной 7-м флотом, вспыхнул бунт. 3-й, 8-й и 9-й флот также сообщают о беспорядках. Ну, ясное дело. Все они вызваны тем, что флот остановил распределение продовольствия и вместо этого начал отбирать его у местного населения. Отлично сыграно, граф Лоинграм. В самом деле, наконец-то прорвало? Ясно. Можете предоставить Союзу кредит. Большой кредит, мне все равно. Да. Ага. Все-таки мальчишка сделал это. Так просто. Гениально, не правда? Рубинский. Он не гнушается никакими средствами ради победы, да? Дело не только в этом, Доминик. Иностранные захватчики не ожидали, что простые жители Империи будут так сопротивляться Союзу. Он заранее посеял семена враждебности. Это сильно. И ты сейчас собираешься помочь Союзу? Не слишком ли много беспокойства? Проблема в том, что мальчишка побеждает слишком часто. Империя и Союз должны нанести друг другу как можно больше вред. Тогда, с финансовой точки зрения, Физзан будет доминировать над ними ослабленными военными издержками. После этого война будет вестись не сражениями между флотами. Деньги будут ключом ко всему.
Это ведь превосходно, не так ли? Тогда мы сможем поразвлечься как следует. Я очень надеюсь, что вот этот очень плохо кончит. Я просил о встрече с главнокомандующим, а не с его штабным офицером. Это не ваше дело. Бью как. По какой причине вы хотите с ним увидеться? Это абсолютно не ваше дело. Тогда я ничем не могу вам помочь. Не имеет значения, насколько высок ранг. Правила едины для Пошел всех. ты! Что? Любому командующему на линии фронта требуется разрешение для отвода войск. Я хочу получить это разрешение у главнокомандующего. По сравнению с вице-адмиралом Яном, даже вы, вице-адмирал Бьюкок, славитесь своей бесстрашностью. Как не похоже на вас ратовать за отступление, даже не приняв бой. Пошел ты! Будь я на вашем месте, об отступлении речь бы не шла. Вот как? Тогда давайте поменяемся местами. Я вернусь в Изерландскую крепость, а вы займете мое место на линии Давай. фронта. Прошу, не говорите о неосуществимых вещах. Это вы провозглашаете то, чего не может быть, даже не попытавшись вылезти из безопасного места. Вы меня оскорбляете? Вы демонстрируете свои способности исключительно красноречием, а не подкрепляете их реальными делами. А сможете ли вы исполнить приказы, которые сами отдали? Да. Хотелось бы на это посмотреть. Че это с ним? Че это с ним? Что случилось? Чувак, че с ним? Командующий, вы оказались свидетелем неприглядной ситуации. Что с ним случилось? Согласно заключению флотского врача, у него припадок, вызванный конверсионной истерией. Нервная слепота. Истерия? Да. Похоже, что при этом заболевании чрезмерное напряжение вызывает срыв, при котором оптические нервы временно парализует. Он придет в себя минут через 15. Но не исключено, что эти припадки еще повторятся в будущем. Коммодору Фолку, скорее всего, придется уйти в отставку. Благодарю за объяснение. Так вот, насчет предложения 13-го флота касательно отступления. Да. Я полностью его поддерживаю. Пожалуйста, подождите немного. Это должен одобрить главнокомандующий. С вашего позволения, я хочу поговорить с ним напрямую. Не могли бы вы организовать личный канал связи с командующим Лобосом? У адмирала флота Лобоса сейчас послеобеденный сон, и он приказал не беспокоить его, кроме как в случае вражеской атаки. Когда он проснется, я передам вашу просьбу, вице-адмирал. Послеобеденный сон? Хорошо, все ясно. Я отправлюсь на передовую исполнять свой долг командира. Когда командующий Лобос проснется, передайте ему, что вице-адмирал Бьюкок просил осведомиться, были ли приятны его сны. Вице-адмирал. Это старику уже пофиг. Он уже пожил, ему насрать. Ну... Вспышки, мятежа. Ну, какого мятежа, господи? Это даже мятежом нельзя назвать. Ужас. О, как это сейчас было показано истерично. Черт! Ты куда бежишь? Остановитесь! Я не позволю вам все уничтожить! По тем полям езди этот танк, который он вырастил, помог вырастить. Франц, не будь таким безрассудным. Во. Чем же я занимался все это время? Франц, Тереза, давай убежим. На неизвестную планету, где никого больше не будет. Франц, С меня достаточно. это же там мой дом. Не может быть. Неважно, сколько их, наверняка это просто запугивание. Нет. Ужасно. Кошмар. Ну это... Слишком поздно. Да. У меня нет комментариев. Почему? Почему все так получилось? Ответь мне, Франц. Откуда? У Райнхарда Когда в спросить центре надо. конфликта оказываются достойные люди, их обычно используют, а потом просто отбрасывают. Как будто это единственная польза от их существования. Миттермайер, Роенталь, Биттенфельд, Кэмп, Мэклингер, Вален, Люц. Согласно разработанному плану, атакуйте флот Союза всей вашей Ну мощью. все, он добился своего, и теперь давай. Подождите.
Вы еще и шампанское выпьете, что ли? Вы издеваетесь, да? В победе можно не сомневаться. Отметим ее заранее. Да пребудет со всеми вами расположение великого Одина. Ну и посмотри, как уверен. Ваше здоровье. В себе. Против! И разобьют 100%, да? Как было принято раньше. 796 год космической эры, 487 по имперскому календарю, 10 октября. Ведомый графом Райнхардом фон Лоенграммом, имперский флот начал контрнаступление на флот Союза. Ну, началось. Началось. Все, теперь перешел к активным действиям. Райнхард наконец-то добился своего, выждал, ну, подготовил почву, выждал и теперь переходит к активным действиям. По поводу всего остального, что происходит, у меня нет никаких комментариев. Что ж, как было сказано в конце этой серии, во время конфликтов достойных людей используют, а потом выкидывают за ненадобностью. Это мы увидели. Мне было очень приятно наблюдать за этими двумя сериями. Мы, на самом деле, ну я уж точно, и надеюсь и вы, я имел просто гигантское удовольствие наблюдать за тем, что нам показали. Нам показали судьбу обычных людей. Обычных людей, которые вот при таких планах, которые Райнхард придумал, и то, что Союз делает, страдают обычные люди. Я очень сильно убежден, что один человек — это целая вселенная. Я в этом глубоко убежден, и в этом сериале нам ярко дают, на самом деле, это почувствовать. Мне очень понравилось, что в этой серии нам показали не только со стороны угнетенных, которые вынуждены, так сказать, жить на планетах, которые то бросают, потом оккупируют другие люди, во-первых, им помогают, а потом забирают всю еду. Мне также понравилось наблюдать за достойными людьми, которые считают такие поступки бесчестием. Снова же проявление истинного человеческого духа. Не только у дворян такой дух есть. Вот мы только что лицезрели одного простого персонажа, Франца Варимона, если я правильно считаю. Ну, Франц. Лейтенант, который занимается агрономией, хороший земледелец. Изучал этот вопрос, потому что это было ему интересно. Он хотел помочь обычным людям. По-человечески помочь. От всего сердца. И он это делал. И при этом он был очень умным парнем. Он прекрасно понимал, почему этот отец, которого звали Вагнер, свою дочь Терезу к нему подослал. Вагнер тоже не умный, не глупый человек. Он просто хотел выстроить хорошие отношения с новыми людьми, которые контролируют его планету. Чтобы было все шик в шоколаде. И человек не виноват в том, что он разочаровался. Он просто не видел всю картину в целом. Франц тоже этого не видел, да и многие этого не видели. И вот из-за того, что многие это не могли увидеть, а те, кто видели, не прислушались к доводам тех, кто видел, вот все это и получилось. Очень много трагических событий случилось. И мы видели снова же только одну планету. А все происходило намного масштабнее. Вот как до Яна донесли, такие ситуации там, сям. Люди просто хотели есть. На кой черт эта гребаная свобода и так далее, если банально нечего покушать? Нет, свобода, между прочим, это очень важная вещь. Человеком быть свободным — это очень большая привилегия на самом деле. Это очень большая привилегия, за которую нужно воевать. Но понимаете, в чем дело? Очень многие люди просто не видят смысла либо ни в свободе, ни в чем-либо еще, если у них желудки не заполнены едой обычной. Короче, мы здесь увидели все этапы того, что произойдет в ситуациях, когда еда заканчивается. Вот мы все прекрасно увидели. По факту, еда потом у тех, у кого сила. Все. Но есть такие благородные люди вроде Франца, которые, не захотели пользоваться приказом и дезертировали. Он остался человеком, он дезертир, которого, скорее всего, если поймают, расстреляют, но он остался человеком. Этим мне и нравится эта история. Подход даже
хочу так сказать, подход к этой истории. Потому что, вот видите, один приказ, вот тактика выжженной земли, и сколько произошло событий с обычными людьми. Сколько произошло трагедий, сколько произошло разрушений понятий, сколько всего случилось. Невинных людей убили. Маленькие дети увидели, как у их родителей отнимают еду. И вы думаете, что? Они это никогда не развидят. Как бы потом им не внушали, кто хороший, кто плохой, они этого никогда больше не развидят. Эти дети будут ненавидеть Союз и все их свободы до конца своих дней. Красивый был момент с Терезой и с Францем. Давай уедем какую-то на безымянную планету, будем жить обычной нормальной жизнью. И знаете, что я вам скажу? Не лишено это смысла. Это не лишено смысла. Больше у меня нет комментариев по поводу этой серии. Это очень печально. Вот видите, а Зигфридской вот произошло, перерезал и все. Вот знаете, даже не хочется говорить про стратегические моменты всего этого, того, что случилось. Ну, единственное, что хочу сказать по поводу того, что этот, оказывается, Фолк, оказывается, он истерик. И оказывается, у него там психологическое заболевание. Как такому можно было доверять командование и вообще построение плана? Вот, пожалуйста, чем все закончилось. Плюс еще главнокомандующий спит после обеденный сон. Круто! Победа за нами. Ну, что могу сказать? Если честно, хочется сказать по поводу Бьюгака. Бьюгака можно просто на цитатник разбирать. Гениальный старик. Я его очень полюбил. Вот серьезно, а? Ну, я не знаю, просто гениальный. Его фразы просто вот произведение искусства. А когда главнокомандующий проснется, скажите ему, что адмирал Бьюгак интересовался, господи, как он там сказал, приятные ли были у него сны. Вот, ну, короче, это было реально очень круто. На самом деле, вот на самом деле, Улань-Фу, Ян и Бьюгак — это три генерала, которые друг друга понимают. И они, предвидя атаку Райнхарда, они по-быстренькому, потихонечку попытались подготовить план по созданию хотя бы какой-то контраргумент. Вот чтобы создать какой-то контраргумент, хоть какой-то, чтобы минимизировать потери, чтобы грамотно отступить, чтобы хотя бы защитить снабжение сзади, но они опоздали. Они опоздали, потому что Райнхард очень быстротечен. Он уже их загнал в ловушку, и он очень быстро среагировал. Райнхард, как я понимаю, он очень гениальный стратег, и поэтому он, на удивление, очень быстро резок. Он чувствует момент, вот прямо вот когда идеальный момент, и он сразу им пользуется. Вот быстрее, чем Ян, быстрее, чем Бьюгак, быстрее, чем все. Из-за этого он очень эффективен. Он очень быстр. Он очень быстр мозгами, и у него просто идеальные командиры, которые полностью понимают весь смысл его приказов, и они выполняют их. У него очень грамотное адмиралтейство, он собрал очень грамотных ребят. Вот результат разлада командования в Союзе и результат командования Райнхарда. Но, снова же повторюсь, у Союза Свободных Планет есть грамотные командиры. Вот 3 командира. Попытались что-то придумать грамотно, расчетливо, что-то придумать, но они тупо опоздали, потому что им, во-первых, приходится это делать втихаря, во-вторых, приходится это делать как бы только своими флотами. Только своими флотами. А против них большая, гигантская боевая единица, которая работает как отлаженный механизм. Я имею в виду все адмиралтейство Райнхарда. Это очень сложно. Что ж, это была 13 и 14 серия «Легенда о Герое Галактики». Просто великолепные серии, просто уникальные серии, которые, ну, честно сказать, и пересмотреть не грех. Увидимся уже на 15 и 16 серии. Удачи!